В общем, решил я отреставрировать вот такую вот фару. Это противотуманка, стеклышко видим. Оно очень хорошо видно, что фиговое. Вот. И решил я сделать вот такую вот ерунду. Купил в Китае вот это. Вот оно. А ну-ка, сейчас мы выключим. Вот. Вот такую вот штуку. Там даже не видно, что оно написано. Ну, в общем, написано, что для ремонта стекол. Любых. Это у нас именно стекло, не пластмасс. И вот такая вот инструкция или еще что-то типа этого. В общем, также взял для эксперимента вот такое вот стекло. Попробовал, чтобы типа оно ж, знаете, в рекламе ж там делается так, что сюда капнул и все, и трещина исчезает. Ну вот сейчас мы это и проэкспериментировали. Ну, взял еще одно вот такое вот стекло. Это обыкновенное оконное стеклышко. Сейчас мы это все проэкспериментируем. Вот так вот. Вот оно будет. И посмотрим, права ли реклама, как оно вообще действует. Ну, для начала, конечно, обезжирил. Обезжирил я растворителем 647. И проэкспериментируем сначала, наверное, вот на вот этой вот штуке. Проводим. Так. И смотрим. Туда, сюда, чтобы оно, наверное, должно затекти. С этой стороны что у нас? Ну, вы знаете, походу, что-то трещина ушла практически. В одном месте осталась, но небольшая. Сейчас мы ее вот так затрем. Ага. О, блин. Правда. Сейчас, а ну-ка, положим на тряпочку какую-нибудь, чтобы, может, так виднее будет. Затираем. Ну, практически нету. Да, не видно. Имеет право на жизнь. Так. Да, такая осталась немножечко, типа царапинки. Вон, видим, да? Вот здесь. Но это я клей убрал. Но если действовать по инструкции или там еще как-то, то вполне возможно это и поможет. А ну-ка теперь попробуем вот тут, вот таким же способом проделать это все. Ну, не знаю, тут, наверное, такой вариант не прокатит. А ну-ка, сейчас. Ну и давайте ее протрем. Не, ни хрена оно не уходит. Хотя чуть-чуть. Да не, что-то есть в этом. Но это трещина старая, а здесь трещина новая. Видим, здесь трещина практически ушла. Я ее, ну, с трудом, но вижу. Вот, если вот под таким углом, чуть-чуть ее видно. Ну, эта фигня продается в каждом магазине. А ну-ка, сейчас еще раз. Интересно.
Теперь этим пальцем. В общем, надо, видимо, или с присоской, или еще как бы вдавливать туда ее. Тогда она начинает вроде бы как исчезать. Ну, в общем, когда фара, видимо, шевелится, и это туда проходит, вот. Клей туда затекает в щелочку, как-то проникает. И тогда оно что-то получается. Но до конца не исчезло. В отличие от этого, я сейчас даже... Вот оно есть. Чуть-чуть. От этого стекла, вот. Видим. Тут практически ее не видно. Этой трещины. Вон, чуть-чуть видно так. Но реально, да, она ушла практически. Если полирнуть, наверное, и видно не будет. Здесь трещина есть. Но тут она побольше и постарее. В общем, чем свежее трещина, тем больше вероятности ее заделать. Я так понимаю. Ну, вот такой вот эксперимент. Сильно надежды, конечно, нету на такие вещи. Но попробовать можно. Вот что получилось. Ну, потом, наверное, надо затирать или еще что-то делать. Здесь она ушла. Здесь еще раз посмотрю, где она была. О, она вообще исчезла. Вот полежала. Где я ее тут делал? Полежала и вообще исчезла. Да. Вот где новое было, все, практически нету. А ну-ка посмотрим. Давайте через минуту посмотрим, что у нас здесь получится. Пускай, наверное, высохнет или еще что-то. Совсем забыл про эту всю фигню. В общем, что мы имеем? По простому стеклу. Да, эффект есть, эффект поразительный, можно так сказать. Осталась небольшая трещинка, но ее практически не видно. Если там не присматриваться, фонариком не светить, то вы ее и фиг увидите. Но это только что разломанное стекло было. Здесь, ну, эффект такой себе. Вон, как она была, ну тут трещина намного побольше. Ну, как она была, так она и осталась. Ну, может, что-то заклеило, хотя бы дальше не пойдет. Ну, в принципе, и все. Ну, я так скажу, если лобовуха у вас лопнула, желательно иметь такой комплектик. Ну, вот он, видим. Там еще иногда он с присосками идет. Лучше с присосками. Взять вот такой вот комплект с присосками и проклеить. Хуже вы не сделаете. А вот такого вот эффекта вполне возможно добьетесь. В общем, имеет право на жизнь. Так что вот так как-то.